Издавна Беларусь была перекрестком религий и культур. Сегодня на территории нашей страны работает множество международных организаций. Одна из них – Организация по миграции. Среди прочих, именно она играет ведущую роль в обогащении культур. И сегодня нам предстоит в этом убедиться. В кулинарно-познавательное путешествие мы отправляемся вместе с главой Международной организации по миграции Зейналом Гаджиевым. Если бы 20 лет назад Зейналу Гаджиеву сказали, что он будет работать в структуре ООН, да еще на руководящем посту, скорее всего, он бы просто улыбнулся. Трудовой путь начинал с должности инженера, занимался разработкой медицинской техники, низкочастотного ультразвукового оборудования для лечения инфицированных ран. Это было такое новое направление. Это сочетало в себе и инженерную часть, и медицинскую часть. То есть у нас была очень такая связь с медицинским учреждением, клиниками, где проходили испытания. Как это часто бывает, поворот в судьбе случился внезапно. В газете прочитал объявление о наборе на программу второго высшего образования британского Ноттингем-Тренд университета. Открылась такая возможность. Я немедленно воспользовался этим. Вот прошел все собеседования, все конкурсы и попал в этот курс. За время службы среди мест назначения были Косово, Ирак, Таджикистан. В 2012-м возглавил представительство организации в Беларуси. Зейнал ведет активный образ жизни, ходит в походы, сплавляется на байдарках и даже катается на роликах. Каждый новый день он проводит в окружении звуков. В телефоне гигабайты загруженной музыки. Хорошая музыка – это как хорошая книга. То есть она дает такую духовную такую пищу. Вот когда слушаешь Синатру, это другой мир. Понимаешь, это в нем отражается и целая эпоха. Вот одна его песня «My Way», чего это только стоит. Эту композицию знает не только в оригинале, подпевает также на испанском. Сейчас как раз занимается его изучением. Иностранные языки – увлечение юности. Знает азербайджанский, турецкий, русский, английский, французский и немецкий. Новый язык учит по любимым песням и приложениям. Здравствуйте, Зейнал. Приветствую, Тимофей. Очень рады вас видеть. Взаимно. Вас можно смело назвать гражданином мира. Вы азербайджанец, родились в Армении, получили образование в Москве и Великобритании. Какую кухню вы нам сегодня представите? Мировую, конечно, будет определенный элемент азербайджанской кухни, поскольку я азербайджанец. Мне очень нравится кухня средиземноморская. То есть здесь очень много морепродуктов, овощей, то, что у нас в Азербайджане тоже любят. То есть я научился приготовить суп с морепродуктами. А второе блюдо – это такая легкая закуска с фасолью, спаржевой зеленой фасолью. Очень интересно, нам предстоит много работы, у нас много ингредиентов. Приступим, наденем фартуки. Да, безусловно. В эфире «Кулинарной дипломатии» мы вместе с главой представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейналом Гаджиевым готовим закуску из фасоли и суп из морепродуктов. Зейнал, с чего начнем готовить? Да, нам нужно будет, конечно, помидоры. Их нужно желательно очистить от кожуры. Давайте я займусь фасолью. А я помидорами. А вы помидорами. Отлично. Фасоль стручковую нужно будет нарезать по 2-3 сантиметра длины. Фасоль будем вместе с картошкой и другими продуктами тушить. Зейнал, а кухню какой страны лично вы предпочитаете? Знаете, у меня таких особых предпочтений нет. Ну, конечно, я привык больше к такому международной кухне, ну, с большим акцентом, наверное, на итальянской, средиземноморской. И, конечно, азербайджанская кухня тоже очень кавказская. Какие предпочтения кулинарные сложились в вашей семье? Ну, естественно, это азербайджанская семья. Больше готовит, конечно, азербайджанскую кухню. Но семья у меня сейчас живет в Венгрии. Естественно, они и приобщились к европейской кухне, венгерской кухне. Читая определение «миграция» населения, кажется, что все очень просто. Люди просто взяли чемоданы и переехали из одной страны в другую. Но на самом деле все гораздо сложнее. Расскажите об этом явлении. Здесь странам, государствам приходится решать очень интересные задачи, противоречивые задачи даже. С одной стороны, нужно предоставить людям возможность свободы передвижения. С другой стороны, нужно задуматься о своих национальных интересах, о безопасности страны и все прочее. И поэтому, чтобы это регулировать, приходится внедрить разные правила.
законы, договоренностей, исходя из национальных, экономических, социальных и других интересов. И поэтому вопрос миграции, действительно, регулирования становится непросто. Особенно в последнее время, как мы становимся свидетелями, к сожалению, не всегда положительных процессов, то, что происходит вокруг миграции. И это сильно влияет, конечно, на благосостояние целой группы людей, которые сейчас страдают. Зинал, вот предположим, человек покинул свою страну в поисках лучшей жизни и попал в трудную жизненную ситуацию. Чем ваша организация может ему помочь? Знаете, вообще, МОМ в первую очередь старается работать с правительствами. Поэтому в первую очередь, конечно, мы за то, чтобы каждая страна имела очень четкую миграционную политику. Она может, кстати, отличаться. Одни страны поддерживают поток мигрантов из страны, другие страны, наоборот, поощряют мигрантов, чтобы приехали побольше, квалифицированные, неквалифицированные, чтобы решить тоже определенные вопросы, связанные, допустим, тем же населением страны. Вот в европейских странах, в западных странах идет сокращение населения, а рабочих рук все меньше и меньше становится. Чтобы решать такие вопросы, конечно, странам нужно приглашать мигрантов. Мы отварили спаржевую фасоль, порезали помидоры и сельдерей. Зинал, что мы делаем дальше? А дальше давайте нарежем лук сначала пополам, а потом можно делать вот это на 3 части. А когда побольше лук, можно на 4. И режем мелкие кусочки. Зинал, как оказалось, вопрос торговли людьми касается практически каждой страны. Больше года назад вы запустили информационную кампанию по противодействию этому явлению. Что удалось сделать? Та кампания, о которой мы говорили, это, конечно, лишь продолжение той большой работы, которую мы начали еще многие годы назад совместно с правительством Республики Беларусь. Должен заметить, что противодействие торговли людьми – это одно из приоритетных направлений, выделено на национальном уровне. То есть Беларусь очень активно выступает в этой сфере на разных международных форумах, площадках, выступает с инициативами. И очень большой прогресс достигнут. Но, тем не менее, это явление продолжает оставаться серьезной проблемой, потому что люди тоже все больше используют современные технологии для вербовки, для отправки, для найма людей. В последнее время особую популярность приобрела найм людей для порнографии детей. Это очень широко используется. И поэтому мы стараемся работать с соответствующими органами, повысить и профессионализм, а также информировать людей, чтобы люди знали. У нас работает телефон горячей линии, куда люди могут обращаться. Не только по этому вопросу, вообще в целом о безопасном выезде на заработки, на трудоустройство за рубежом. Я знаю, что в числе прочих мероприятий вы этим летом провели молодежный лагерь, целью которого был поиск союзников среди молодежи в противодействии такому преступлению, как торговля людьми. Мы пришли к этому по итогам долгих обсуждений, и всегда мы должны найти новые способы привлекать как можно больше людей к этому процессу предотвращения торговли людьми. И здесь, как никогда, молодые очень активны. Анализ показал, что очень много людей попадают жертвами торговли людьми именно из регионов. Поэтому мы решили, что привлекать людей из регионов, чтобы они могли дальше информировать население. Зинал, кстати, в прошлом году Международная организация по миграции отметила сразу 2 юбилейные даты. Это 65 лет с момента своего основания и 20 лет работы в Беларуси. Что удалось сделать за это время? За 65 лет, конечно, организация превратилась из региональной организации, в 1951 году была основана, в глобальную международную организацию, которая решает очень серьезные вопросы. И показателем того является то, что впервые за все время на уровне ООН было принято решение, во-первых, поднимать организацию в прошлом году в свои ряды, а с другой стороны было принято решение создать глобальное соглашение о миграции. И эта задача была поручена нашей организации. Это очень серьезный подход о том, что, во-первых, вопросы миграции сейчас действительно стали очень важными. И что самое главное, более важно, что страны, государства стали на это обращать больше внимания.
Конечно, организация начиналась сугубо регионально в Европе и Северной Америке. Всего было десяток членов основателей государств. Сейчас свыше 160 организаций стран-членов и организаций функционируют глобально в многих странах мира. Так, картошку теперь мы нарезали. Сейчас вы давайте ставим вариться. Я вам помогу. Закладываем картофель. Зейнал, вы упомянули о членах организации. Беларусь является полноправным и полноценным членом организации. Какова ее роль на международной арене? 20-летие нашей деятельности мы отмечали в Беларуси. И за это время, конечно, Беларусь очень много добился в сфере миграции. И главное, что вопросом миграции государство стало заниматься очень близко и пристально. Вот уже свыше 10 лет страна является полноправным членом организации, причем очень активно. Она использует эту платформу для поднятия определенных вопросов. Особенно в сфере противодействия торговле людьми Беларусь очень активна. Всегда выступает инициативами региональными, глобальными. И это, естественно, площадка МОМ этому способствует решению таких вопросов. Более того, я скажу, Беларусь был в первый, где прошли национальные консультации по формированию позиции Беларуси при составлении глобального соглашения о миграции. То есть в этом плане Беларусь тоже можно назвать чемпионом не только в регионе, а вообще в глобальном плане. А этот процесс завершится в следующем году. Первый проект документов появится в феврале следующего года, а к осени уже Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре ожидается, что это соглашение будет подписано. И в этом, конечно, Беларусь использует такую площадку, чтобы свои интересы тоже отразить в равной сфере. И благодаря вашей помощи мы, в общем-то, основную, большую часть работы уже проделаем. То есть у нас есть лук нарезанный, чеснок, у нас есть перец болгарский нарезанный, помидоры, сельдерей, фасоль отваренная уже есть. Морепродукты тоже ждут, своего часа. Скоро это тоже будет. Мы закончили нарезать овощи. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, ведь у нас очень вкусно и интересно. В эфире «Кулинарная дипломатия», и мы вместе с главой представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Зейналом Гаджиевым готовим суп из морепродуктов и закуску из фасоли. Что мы делаем дальше? Как я уже сказал, уже все готово для того, чтобы начать приступить к основной части. Приступаем? Приступаем, да. Значит, у нас мы будем использовать теперь только одну кастрюлю и сковороду. Вы попросили приготовить вам масло для жарки. Сейчас давайте будем использовать ложку, чтобы у нас было так, по 4-5. Вы достаточно педантично подходите к этому вопросу. 4-5. 5. Теперь добавляем лук-чеснок. Лук-чеснок. Для фасоли. Зейнал, из того, что вы рассказали, можно сделать вывод, что у вас очень напряженная работа, ее невозможно назвать легкой. Расскажите, как вы отдыхаете? Конечно, работа, привыкаешь, напряженная работа тоже, умеешь учиться, как планировать, как определять приоритеты, как делегировать, на что делать акценты. То есть находишь путь, и, конечно, это приходит годами. Вы 5 лет находитесь в Беларуси со своей миссией. Какие самые яркие впечатления о нашей стране? Знаете, я когда приехал, первое, что, конечно, может, я ничего нового не скажу, был удивлен, насколько было необычно чисто, ухожено. Это поражает. То есть я думал, что только для Минска это сделано, а потом, объездив страну, я понял, что нет, это действительно в крови у белорусов. И тут одними мерами на уровне, не знаю, администрации или правительства не решить вопрос. Здесь люди сами должны быть готовы к этому. Люди очень дисциплинированы. Вот это тоже очень важно. Как раз показатель того, что им так чисто. Очень образованные люди. Это самые люди, это самое главное. Вот эти люди – это основа всего. И с такими людьми, конечно, я уверен, что Беларусь может добиться многого. Это, я бы сказал, Беларусь более европейская, чем многие европейские страны.
Это очень интересное Да, замечание. и мне, конечно, очень импонирует, особенно в последнее время. Беларусь очень трепетно относится к сохранению и возрождению культурного наследия. Здесь прекрасные замки, то, что есть, Мирский, Несвиш. Я побывал в Лиге. Такие места, как Гродно, это вообще это город, чисто европейский город своим лицом, своим шармом, привлекательностью. Я вот недавно побывал тоже на Августовском канале тоже. Это все показательно. То, как Беларусь сейчас старается развивать туризм, это замечательно. Я думаю, что как раз один из тех вопросов, которые касаются иммиграции тоже, ослабляя визовые требования к гражданам выбранных стран, это свыше 80 стран, недавно Беларусь ввела это правило, это, по-моему, будет способствовать еще большему развитию туризма в Беларуси, а это дополнительная экономическая поддержка и прочее. Конечно, в Беларуси очень хорошая образовательная система, которая нужно еще больше развивать. И нужно смотреть на новые сферы, допустим, сфера обслуживания, конечно, Беларусь еще есть к чему стремиться. Вот это вот было бы очень хорошо развивать. То есть, это, как туризм будет развиваться, я думаю, что это тоже придет. Так, теперь я думаю, что можно добавить помидоров. Так. Мы обжарили лук и добавляем томаты. Так. И сюда тоже можно будет добавить. Потрясающие ароматы. Да, и можно добавить, конечно, сельдерей. Так, теперь можно прикрыть крышкой и оставить на некоторое время. Я знаю, что у вас есть страсть к путешествиям. Путешествие – это, наверное, одна из самых таких привлекательных сторон работы, которой я занимаюсь. Потому что приходится очень много ездить. Конечно, хотелось бы, такие поездки были больше для отдыха, конечно, но приходится и по делам ездить очень много. Но, конечно, попутно использую все возможности тоже узнать побольше о стране. Ведь работая в стране, работая с людьми, ты узнаешь намного больше. Я знаю, что в числе ваших хобби музыка и книги. А какую музыку вы любите? В принципе, я любую музыку люблю. И классическую, и джазовую, и эстрадную музыку люблю. И все, люблю. Это зависит от настроения, конечно. Вот вы говорили, что как я успеваю отдыхать. Музыка – это как раз одна из тех возможностей, которые позволяют человеку отвлечься. Есть о чем подумать, есть что почувствовать. Ну и, конечно, помогает для восстановления. Задевает струны. Вы очень тонкий, это интересный просто, человек. Это очень важно, да. А потом книги. Это тоже хороший отдых. Книг, конечно, я предпочитаю исторические, в художественном исполнении. Очень много таких исторических романов, новелл. Это, мне кажется, самый лучший способ преподнести историю людям. Это становится понятнее. Да? Вот когда ты о чем-то прочитал, а потом посетил ту страну, это конкретное место, то восприятие, конечно, совершенно другое. Оставшиеся ингредиенты готовы к закладке. Приступим? Да, приступим. Пожалуйста, давайте начнем. Сюда надо сначала воду надо будет добавить. И сюда мы добавляем фасоль, перец. Зинал, вы упомянули о вашей любви к книгам. Одно из региональных представительств Международной организации по миграции выпустило как раз книгу. Расскажите об этом проекте. Мы занимаемся тем, что стараемся как можно больше продвигать позитивный имидж, ту позитивную роль, которую миграция играет в жизни общества, государства. Кухня каждой страны, каждого народа дает такую возможность. И поэтому наша организация тоже подумала, что, наверное, было бы интересно посмотреть, что происходит в регионе. И вот страны региона, какие главные основные блюда. Конечно, их много, всех не отразишь. И вот так выборочно наш региональный офис решили выпустить книгу, которая вот здесь представлена. Здесь, в том числе от Беларуси тоже национальная кухня, бульба. Какое блюдо от Беларуси представлено? Здесь драники, естественно. Естественно, наши национальные драники. Там и еще блюда есть, не только драники, но и других стран тоже.
И мы думаем, что вот как раз через чисто человеческие, чисто вот такие гастрономические. Такая народная дипломатия. Да, вот это очень проект. Кстати, в этом смысле ваш проект делает огромное дело. Спасибо. Понимаете, это за это мои поздравления. Спасибо. Спасибо вам за участие. Теперь можно добавить рыбу и можно добавить тоже другие ингредиенты. То же самое мидии тоже нужно. Ну, такой наваристый, очень ароматный суп. Да. Так, здесь Тоже давайте специи. добавим сюда картофель. Кстати, нужно посолить картошку и фасоль. Я следую правилу: То есть- посоли половину, попробуй, потом досоли. Да. Какие специи мы будем использовать? Вот сюда мы будем добавлять, поближе к концу будем добавлять зелень. И лимон еще нужно будет добавить. А пока заканчивается приготовление ароматнейшего супа из морепродуктов и закуски из фасоли, посмотрите короткий сюжет о работе Международной организации по миграции. Увидимся на дегустации. Активная интеграция в общество и продуманная адаптация переселенцев. Принципы, на которых строится работа Международной организации по миграции. Это специализированное агентство ООН. Его отделения действуют более чем в сотне стран. Сегодня международная миграция обретает новые смыслы и масштабы в движении. Каждый 35-й житель планеты. По данным, рост числа переселенцев превышает темпы роста мирового населения. 18 декабря во всем мире отмечается Международный день мигранта. Дата в календаре выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1990 году, вступила в силу Конвенция о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов их семей. Белорусское представительство Международной организации по миграции занимается вопросами переселенцев более 20 лет. Постоянно в стране находится порядка 180 тысяч иностранцев. Основные цели пребывания – служебные и частные дела, а также обучение. Стол накрыт, и мы переходим к самой вкусной части нашей программы – дегустация. Напомню, что сегодня мы вместе с главой представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь Зейналом Гаджиевым готовили потрясающий суп из морепродуктов и закуску из фасоли. Что ж, попробуем? Попробуем. Приятного аппетита! И вам. Спасибо! Можно немножко зелени добавить туда. Петрушки измельченные. Очень вкусно. Когда попадаются каперсы, это похоже на солянку. Да. Получился хороший суп. Соль и перец это можно по вкусу добавить. Приступим ко второму блюду. Да. Так вот здесь как раз по желанию можно добавить и сметану. Сметану. Да. Ну вот, кстати, эта фасоль у нас в Азербайджане очень распространена. Особенно вот летний период, ранней осенью очень много потребляет пищу. Здесь основные ингредиенты, то, что нужно организму, и белки, и клетчатка, все, что нужно для нормальной, здоровой пищи. Зейнал, спасибо вам большое за эти вкусные и интересные блюда, за содержательный разговор. Позвольте на память о нашей программе вручить вам презент. Столовый набор торговой марки «Крамет», любезно предоставленный могилевским предприятием «Красный металлист». Спасибо. Примите Спасибо вам. И если позволите, то я тоже вам подарю. Это книга, о которой мы говорили по ходу сегодняшней передачи. Это книга, которая в себя воплотила основные образцы национальной кухни в странах региона. Спасибо большое. Думаю, здесь Беларусь тоже представлена. Думаю, что будет интересно. Спасибо, обязательно прочту. И позвольте мне благодарить вас за очень интересную передачу. Как раз та передача, которая предоставляют смотреть на процессы миграции немножко с другой стороны. С более человечной, более приближенной к быту, к культуре людей. И это, я думаю, что как раз та форма, которую нужно представлять всегда миграцию. Спасибо. Спасибо вам. А вы, дорогие телезрители, запишите, пожалуйста, рецепты этих потрясающих блюд. Для приготовления супа с морепродуктами вам понадобится 300 граммов филе семги, 2 луковицы, 2 стебля сельдерея, по 8-10 штук мидий и королевских креветок, 250 граммов моркови, 4-5 помидоров, пучок кинзы или петрушки, 1 лимон, маленькая баночка каперсов, оливковое масло для жарки, соль и перец.
Для фасолевой закуски возьмите по полкилограмма спаржевой фасоли и картофеля, 2 луковицы, 2 стебля сельдерея, 5-6 красных помидоров, 2-3 болгарских перца, пучок кинзы, укропа, несколько листьев базилика, греческий йогурт или сметану низкой жирности, 2-3 зубчика чеснока, оливковое масло для жарки, соль и перец. Вот и закончилось еще одно кулинарное путешествие. Но я не прощаюсь с вами, а говорю до свидания. С вами был Тимофей Роговой. Живите вкусно и помните, что дипломатия бывает разной, в том числе кулинарной.